Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео мы будем с вами разговаривать касательно колонии. Да, далекая-предалекая система, населенная на большом расстоянии от всеобщего пузыря, где обычно вся туста и происходит. Это видео, скорее всего, вышло бы гораздо позже, когда бы фронтиры окончательно ввели бы всех инженеров, связанных с комбезами, ну, точнее с Одиссеей в колонии, но... Давайте все поблагодарим вот этого командира, который предоставил аккаунт для того, чтобы я вам все это дело показал, потому что я бы не полетел, по крайней мере сейчас, ибо еще здесь не все появилось, что должно. Ну что ж, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, СМИ контент. Поехали! И что самое прикольное, находится это все ровно в 22 тысячах световых лет от системы Сол, но с маленькими поправочками. И двигаться нам нужно вот в эту сторону. Плотность звезд тут гораздо больше. Что означает 22 тысячи световых лет? Это означает, ребята, то, что вам сюда лететь, ну, на анаконде с хорошим прыжком на крайте, 2 часа плюс в районе этого, используя, так сказать, заправку от нейтронных звезд. И построение маршрута на этом деле. Есть видео касательно этого дела, я либо кину подсказочку, либо кину его в описании, если не забуду. Но, если вы захотите полететь в сонно-флотоносца, ребята, то для меня у вас плохие новости. Что касательно прилета сюда на флотоносцы, друзья, смотрите, 22 тысячи световых лет, это не шутки. Это у нас получается 44 прыжка. Да, потому что флотоносец сколько у нас прыгает? Правильно, 500 лет. И, ребята, там еще перезарядка у него, загрузка. Ну, короче, один прыжок в районе 20 минут плюс-минус. Это у нас в сумме получается в районе 880 минут. И это долго. Что получается у нас там 15 плюс часов, чтобы сюда добраться. Но доберетесь вы сюда со всеми кораблями своими, со всеми модулями, сможете здесь зажить как король. Но 15 часов. Конечно, это не прям в ингейм времени, но все же. Каждые там 20 минут заходить, даже 16-17, и пропрыгивать. Но прикол еще в том, что флотоносец жрет различное количество топлива, в зависимости от того, какой у него вес. То есть, чем больше у него служб, чем больше у него различных товаров, тем больше он жрет. Кто-то мне писал, вроде бы, я не помню точно кто, то, что он может жрать вплоть до 136 топлива на 500 лет. Мой... Не со всеми службами, но с запасом трития в районе 3-4 тысяч жрал 84-87 за сотню. Ой, за 500 лет, извиняюсь. Что получается? Минимум, ребята, минимум. Это 4400 единиц трития в одну лишь только сторону. Это минимум. Лучше брать 5000, а лучше еще и 6 с запасом. В сумме 12 тысяч трития туда-обратно. И да, лучше, ребята, возьмите, даже если вы сюда поедете на ПМЖ, возьмите с собой тритий на всякий случай на дорогу обратно, мало ли вы передумаете, потому что выфармливать его здесь, ну да вообще самому руками копать, это то еще занятие. Возможно, здесь и можно его купить на флотоносцах, но все же, лучше это дело заранее, так сказать, продумать. Давайте немножечко различной информации по поводу данной системы. Колония — это система в регионе номер 9, в рукаве Inner Scatum Centaurus Arm. Она находится примерно в 22 тысячах световых годах за пределами центральных систем, а также в настоящее время является местом расположения Jacques Station, что делает ее из одной из самых удаленных обитаемых звезд в системе от Солнечной пяти. Jacques Station — это, сейчас я покажу, что, ребята, это у нас вот эта вот станция. Вот, Jacques Station. Далее. Позже здесь был построен постоянный планетарный аванпост колония Хаб. В качестве штаб-квартиры малой фракции колония Консул Совет колонии, что ознаменовало начало человеческой колонизации туманности колонии и более раскинутого региона колонии. Сейчас я покажу эту штуку вам. Вот она имеется, колония Хаб. И это у нас на планете 2А. Сейчас я продемонстрирую. Вот. Колония Хаб. Первоначальное обозначение колонии было EOL Pro RS-TD3-94. Туманность EOL Pro была представлена в качестве интересного места для галактик Mapping Project 1 июля 3302 года. Он же командир Диоклас Астерос, он же Диостар, а временное название колонии было предложено Эримусом Камзелем, основателем Galactic Mapping Project. Название было быстро принято исследователями, и 25 октября 3302 года Universal Cartographic официально изменила название системы. Ну, небесные тела и так видно, давайте поговорим то, что скрыто. Смотрите, что у нас тут имеется. Колония Хаб, я вам говорил уже про это место. Далее, колония Orbital тоже, пожалуйста.
Потом у нас имеется пост перехвата рядом с планетой 2b. После чего у нас идет Джейкус Кейв, гражданская установка. После чего у нас есть Дов Энигма, гигантский корабль класса Уэллс. Он находится, вот он, Дов Энигма. Космопорт Джейкус Стейшн, естественно, про который я уже говорил. Отстань, вот, пожалуйста. Колония Бастион, еще установка тут имеется рядом. На колонии 5А, пятая планета, первый спутник, раз, два, три, четыре, пять. Вот здесь, получается, у нас есть еще поселение Рикард Хоризонт. Колония 5ЕА, разбившийся корабль Хайфорд Кэш, мы, естественно, все это дело посмотрим. Далее, колония 7G, на каменистой планете, планетарная станция Холлоуэй Биологи Центр. В общем, тут, много чего есть. Плюс еще есть туристические маяки, на которые мы тоже слетаем. Первый туристический маяк, который мы будем смотреть, это расширение колония. Давайте-ка. Тут смотрите, что у нас имеется. Да, тут таких штук на самом деле довольно много. Не удивляйтесь. Так, где наш маячок? Кстати, этот маяк находится прямо рядом со станцией. Так что может быть немного таких штук, а только одна. Потом посмотрим поближе. Давайте почитаем, чего нам тут пришло. Расширение колония. Туристическая достопримечательность 0666. Ой, какая страшная цифра. С тех пор, как станция Джейкус открыла систему AOL Pro, старое название, короче, тысячи галактических жителей переехали в систему в поисках новой жизни. В результате массовой миграции в регионе появились новые аванпосты, а также сеть станций, соединяющая растущее сообщество с центральными системами. Колония теперь уже прочно обосновалась в системе, понятно, это старое название, и был недавно переименован в колонию, о чем мы уже говорили. А правительство системы Совет Колония обнародовало планы по колонизации соседних систем. Ну да ладно, давайте смотреть, что это такое. Тут у нас, пожалуйста, флотоносец стоит. Да, только он вверх ногами, или я вверх ногами. В общем, тут флотоносец, но он ничей. Это вроде как станция администрация корабля-носителя, но мы сейчас это посмотрим через карту, потому что, странно выглядит что-то как-то это место. Естественно, сесть на него нельзя. Запросить стыковку нельзя, но вроде тут есть место, похожее на шлюз. По крайней мере, в похожих таких штуках я такое видел. Ща поищу немножко. Что-то как-то непонятно. А это что у нас такое? То можно влететь? Если то можно влететь, это круто. Давайте-ка посмотрим. Помедленнее, дружище. Надеюсь, край сюда влезет. Аккуратненько. А вылететь отсюда можно? Ой, главное не разбить корабль. Главное не разбить корабль. Так, направо и налево. Давайте налево. Там и там есть выход. Ой, как это неудобно. Чувствую себя в тесном помещении не круто. Ну да ладно. Давайте-ка посмотрим на карту. Как-то отображение не меняется. Что торговец с носителями, что администрация корабля-носителя, ничего тут не меняется. Следующий маячок тоже находится здесь. Джейкус, маяк для посетителей. Туристическая достопримечательность 316. Жак, пожалуй, является самым известным киборгом в истории человечества. Проработав в баре несколько десятков лет, он купил космическую станцию, приобрел ее для путешествия в глубокий космос и отправился, куда глаза глядят. В результате недавнего приключения он потерпел значительные повреждения и застрял в этой далекой системе. Теперь командиры со всей галактики прикладывают все усилия, чтобы свет цивилизации озарил этот темный уголок. И следующий. 10 августа 3302 года персонал станции Джейкус объявил о том, что их компания по привлечению ремонтных материалов успешно завершилась за неделю до назначенного срока. Все благодаря невероятному положительному отклику галактического сообщества. Была ли цель сообщества на эту тему, фиг его знает. Еще одно интересное место. Мемориал пилотов в колонии. На вики по поводу этого инфы нету. В навигации, именно в карте системы отдела не найдете. Найдете лишь только в разделе «Навигация». Давай. Пост перехвата.
Те, чья жизнь оборвалась навсегда, останутся жить в нашей памяти и среди звезд. И здесь у нас получается список чуваков различных. Всех зачитывать не буду, естественно. Их тут много. Блин, надеялся то, что тут будет станция какая. Ну не станция, а большая статуя. Ну, постперехвата тоже сойдет. Кстати, заметил, у многих ребят, которые занимаются исследованием, далеко улетели. Вот будь то парень, который был с этой галактики, что этот. У всех бустуются корабли. У одного меня мой фантом не бустуется. Надо это дело как-то, ну, переделать. А у нас на очереди колония Бастион. Установка систем безопасности и так далее. Давайте смотреть, что это такое. О, мы можем влететь в него внутрь, кстати. Вот есть местечко. Давайте посмотрим по контактам. Понятно. Естественно, сесть на нее мы не можем. Ну никак, абсолютно. А, здесь просто сквозной проезд, так сказать. Ой. Ну, слава богу. Хоть штрафа не дали. Прикольная штукенция, выглядит неплохо. Блин, почему станция не такого формата, а вот именно вращающаяся? Было бы неплохо. Кстати, такой момент, когда я говорил пятая планета, я не читал вот эту. То есть раз, два, три, четыре, пять. Вот это пятая планета, друзья. Короче, была реально проблема сесть сюда, друзья, и если вы нацелены на посадку на планеты и различные исследования, будь то на ногах, будь то на ТРП, берите корабли, ну, я не знаю, Крайт Фантом, мне кажется, даже большеват для этого, учитывая то, что сделали в Одиссее, ну да ладно. Заходим, сканируем управление связью и видим. Хайфорд, Хифа, там так далее. Таймер вышел, перезагрузка, проверка питания, диагностика, проверка системы, с возвращением командир. У нас есть одно непрочитанное сообщение, не знаю, что останется к тому времени, когда вы это получите. Надо было как-то не допустить перехвата сообщения, но прошу. Летите в систему HIP-26176, найдите тот комплект ради всех, кого перевезла туда такая мразь, как я. Кто-то должен о них помнить и убедиться, что больше такого не повторится. HIP и координаты, но об этом, друзья, в другом видео. Ну, тут есть различные подсказочки. Да. Ну если что, это находится на планете 5Е-А. И тут, конечно, в этой системе есть примечательные звездные феномены, друзья, но о них мы говорили уже и не раз, когда летали по кодексу. Так что я не вижу смысла, так сказать, обозревать эти моменты, потому что даже грозовые облака Лагранжа тоже рассмотрены. Естественно, будем еще рассматривать инженеров, но если это все запихну в одно видео, оно будет очень и очень большое, потому что к ним требуется некий подход. Плюс после 7-го обновления будет еще один новый инженер, связанный с Одиссеей, его мы будем рассматривать также. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Light Dangerous, и я уже потерял счет, сколько их там, но больше 450 уж точно. Много чего для вас отснял, но много чего еще не сделано, потому что в этой игре, ребята, очень много различного контента. И может кому-то скучно в нее играть, говорит, нечего делать. Ребята, это песочница, где развлекаешь себя сам. Я от этой игры кайфую и просто счастлив в нее играть и записывать. Плюс, многие видосы я структурировал. Что это означает? В описании вас ждет 21 плейлист. Обзоры кораблей, топы кораблей, реобзоры кораблей, вооружение, материалы, данные, стражи, торгоиды. Интересные места, кодекс, что там еще? Да дофига чего, по инженерам еще плейлист. Как собирать различные фиты кораблей, много чего полезного, действительно. Но все-таки общая информация, общий сбор тег в одном большом плейлисте по элитке. Плюс, будут ссылочки на социальные сети, такие как Instagram, группа ВК, Discord сервер и Telegram-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы, касательно различных игр, и искать себе компашку, чтобы играть хоть в КС-ку, хоть в дотку, хоть в Геншин, во что угодно. Ребята, я сам играю в большое различие игр по жанрам, по сеттингу и так далее, вы это уже заметили. Еще один момент. Моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть своя система, своя станция, свои космопорты, и мы расширяемся. Если хотите в этом деле поучаствовать, вам в Discord, там подробные правила вступления и правила, собственно, Дискорда, правила эскадры и так далее. Шнуры мы не дергаем и вам не советуем. Это, нехорошо. И еще такой момент. Пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.